очень большой профессионал в нашем бизнесе, прекрасный тренер, прекрасный коуч. Это наша несравненная Анетта Мартинсон. Анет, приглашаю. Всем привет. Пожалуйста, поставьте плюсик, если вы меня слышите, если вы меня видите. Отлично. Я пыталась настроить две камеры одновременно. Надеюсь, все работает хорошо. Итак, сегодня с вами Анет Мартинсон, на этот раз из Латвии. Как вы знаете, многие границы сейчас закрыты. Я приехала навестить свою семью. И сейчас вдруг мне придется здесь задержаться подольше. Но бизнес идет как прежде, у нас хорошие возможности. Платформа, с помощью которой мы работаем, позволяет нам работать из любой точки мира, и это здорово. Наш бизнес не останавливается, мы продолжаем. Как я уже говорила, любая трудность, любой вызов может быть преодолен. Вы большие молодцы, поскольку вы также сегодня с нами, со мной, и мы продолжаем двигаться вперед, продолжаем изменять мир, продолжаем изменять жизнь многих людей. Надеюсь, вы со мной согласны. Привет, ребята, еще раз тем, кто говорит мне привет в чате. Меня зовут Анет Мартинсон, я член лидерского совета, вице-президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Я выпускник тренинга «Мастер-профи», много раз выпустилась с этого тренинга. Мне очень хотелось стать тренером и делиться с вами со всеми информацией по всему миру, с теми людьми, которым нужна эта информация. И поверьте мне, неважно, в какой части мира вы живете, всегда у всех одна и та же образовательная система, которая не помогает на самом деле и которая не включает в свою учебную программу финансовое образование. Поэтому мы делимся этой информацией со всеми. Также для меня большая честь быть членом ассоциации «Генерала мира за мир». И мы очень многое делаем в рамках и через эту организацию. Я очень рада, что наша компания является партнером этой ассоциации. Также у меня есть опыт в области продаж и развития бизнеса. Я говорю на 3 языках: английский, русский и латвийский. Итак, сегодня мне представилась честь проинтервьюировать некоторых людей перед тем, как мы перейдем к основной теме. Я уже вижу, что некоторые люди готовы поделиться своей историей, некоторые прям источают уверенность. Я вижу, что вот есть Шоиб Факир, уже поднял руку, Слушайте, готов у с нас уже нами подключились в поговорить. испанском чате, если что. Давайте, ребята, кто бы сейчас не выступал, помните, что у нас есть ограничения по времени, и поэтому расскажите о себе, кто вы, откуда вы, чем вы занимаетесь, какие проблемы у вас были или есть. Что вы сделали, чтобы изменить ситуацию, и какие у вас есть рекомендации для других участников этого марафона. Итак, давайте послушаем Алло, здравствуйте. первого Меня человека. зовут Лаурис. Я из Латвии. Многие, наверное, меня знают. И хотел бы сказать, что именно сегодня брать по домашнему заданию и вообще по учебе, я думал, что лидерство– это только некоторые черты. Думал, что это не так уж тяжело это сделать. Казалось, это очень просто. Но с каждым разом я понял, что делая какие-то новые шаги, брать новые ответственности, это не так уж и просто. И я понял, что чтобы стать настоящим лидером, тебе надо очень-очень постараться, очень много изучать и много еще учиться. И, конечно, самое главное – это брать ответственность.
Меня слышно, да? Да, извините, у нас просто два человека одновременно пытались говорить, поэтому я немножко запуталась. Хорошо, Ребята, тот, кто тогда сейчас меня в слышно было английской или... комнате, подождите, пожалуйста, вы будете выступать во вторую очередь. То есть мы вам дадим слово. Кумар, пожалуйста, тот, кто только что вот говорил в русской комнате, повторите, пожалуйста, последнюю фразу, потому что я совсем запуталась. Хорошо, всем опять привет. Меня зовут Лаурис, я по статусу консультант. И для меня сначала казалось, что быть лидером это, ну, не так и уж тяжело. Вроде ты делаешь те же элементарные шаги, да, и вроде тебя люди слушают, у тебя есть команда, ты с ними работаешь. Я думал, что это уже есть лидерство. Но когда точнее, на меня возлагали больше надежды, давали больше заданий, и я понимал, что лидерство — это не так уж и просто. Потому что лидером, чтобы настоящим лидером быть, надо еще и учиться, учиться, учиться. И самое главное, я понял, что надо брать ответственность, надо изучать. И не ждать, пока тебя кто-то научит, а учиться самому. Вот, для меня это было сначала, казалось, что это вроде просто, но я понял, что это совсем не просто. И если я хочу быть лидером, я должен больше изучать, больше читать и просто брать ответственность и делать. Так что мой совет всем, ребята, берите ответственность и становитесь лидерами. Нашей компании нужны лидеры. Большое спасибо, Лаурис. Вы все верно сказали. Это очень большая ответственность. И ответственность не только, которую вы берете за себя, но и за других людей. И эта ситуация, она продолжается все время. Если вы хотите стать лидером, вы должны работать над собой, вы должны расти, поскольку мы показываем пример. И иногда другие лидеры могут демотивироваться в их движении вперед, поэтому им нужна наша поддержка, наше руководство, иногда плечо, чтобы поплакаться, чтобы они могли нам рассказать, где они испытывают трудности, в чем они испытывают трудности, чтобы мы могли определить наши слабые стороны и попытаться поработать над ними. Большое спасибо, Лаурис. Спасибо. Вот сейчас у нас есть выступающие в английской комнате. Надеюсь, вы с нами, и мы готовы сейчас вам дать слово. Ну как, я могу начать? Хорошо. Всем привет. Всем во всех уголках мира. Доброе утро, добрый день, добрый вечер и даже доброй ночи. Я Шаиб Пакир из Индии, Марасашедж. Я сейчас консультант в нашей компании. Хотелось бы поговорить с вами о сессиях марафона 260 я очень многому научился, и я понял свою ценность, я понял, на что я способен, и я благодарен за те знания, которые мне предоставил марафон, что я сейчас могу использовать эти знания в своей работе. И мои две рекомендации всем марафонцам: продолжайте применять навыки и знания на практике, потому что повторение – мать учения. И второе – это всегда пытайтесь реализовать свои мечты. И еще раз хотелось бы сказать, что я благодарен Анет за то, что дала мне возможность высказаться, рассказать свою историю. Спасибо вам. Спасибо вам, Шаиб, за то, что поделились с нами. Вот впервые вы набрались смелости и рассказать нам свою историю перед такой большой аудиторией.
Теперь у нас еще один спикер из Брисбена. Я лидер-менеджер, меня зовут Тайлуа Ту. Я вот уже 17 месяцев работаю в этой компании. И я хотел поговорить о сессии 24. Там система подключения, если помните, и наше домашнее задание было найти лидеров в нашей структуре. У меня 347 партнеров в структуре, клиентов и очень много лидеров. У нас есть топ-лидеры, есть менеджеры, хорошие лидеры, которые работают над тем, чтобы стать хорошими лидерами в компании. На прошлой неделе мы получили материал, который меня весьма мотивировал. Нам говорили, что лидеры должны быть готовы отвечать на вопросы, касающиеся многоуровневого крауд-инвестинга. Они должны быть готовы отвечать на вопросы, на любые вопросы, которые могут им задавать партнеры о нашей компании. А также вопросы, касающиеся глобального инвестиционного портфеля. И я вижу, что все тренинги, все презентации, которые для нас проводят, они позволяют нам накопить большое количество знаний, и необходимо этим воспользоваться. Поэтому моя рекомендация всем участникам марафона внимательно слушать всех наших спикеров и лидеров, которые выступали в рамках марафона 260. И я так благодарен организаторам, нашему генеральному директору за эту возможность, за то, что они мотивируют нас расти в нашей компании. Ну, вот такой мой совет. Участвуйте во всех вебинарах, во всех тренингах, которые проводит компания. И если проводится какая-то презентация, пожалуйста, присутствуйте на ней, поддерживайте наших лидеров, выступающих. Вот моя рекомендация нашим партнерам, участникам марафона. Спасибо за вашу обратную связь, Тайлуа. И все вы действительно поднимаете очень интересные советы и даете советы. Поддерживайте своих лидеров, свои команды. Не просто команды, а всех, кто нуждается в помощи, кто обращается к вам за помощью, поскольку у меня иногда была возможность видеть ситуацию, когда человек присоединился к бизнесу, а он не знает даже, какие шаги предпринять, что делать. Поэтому, когда они обращаются к вам, естественно, необходимо обратиться, узнать, почему они не получают поддержку от своих собственных бизнес-партнеров, и не отказывать им, действительно сказать им, что вы можете им помочь. Но, естественно, мы работаем вместе со своей структурой, но в то же время любой человек в этом бизнесе – это член нашей семьи, поэтому мы должны им помогать. Ребята, я вас рассматриваю как всех как лидеров. В моих глазах вы все лидеры, вы занимаетесь шикарной работой, вы набрались смелости, приняли решение, что вы хотите иметь не узкое мировоззрение, а широкое мировоззрение, что вы готовы тренироваться, обучаться. А это хороший критерий для хорошего лидера – быть обучаемым. И также помните, необходимо посещать вебинары, я помню, а также делайте домашние задания. Домашние задания – это не для нас, это для того, чтобы вы смогли на практике использовать, применять те знания и навыки, которые вы получаете на тренинге. А с кем еще лучше это делать, как не с людьми, которые проходят этот марафон вместе с нами?
Поэтому сейчас самое время проверить все ваши знания, применить их на практике, потому что потом вам помочь и указать на ошибки будет некому. А затем вы уже сможете построить бизнес на местном и глобальном уровнях. И помните, вот мой совет вам. Когда вы проводите презентации, поскольку я видела, что очень много людей в Фейсбуке выкладывают фотографии, как вы проводите презентацию 1 на 1, когда вы говорите с потенциальными партнерами, после презентации вы должны провести анализ своей презентации, проанализировать, что прошло хорошо, а что прошло не очень, и где вы могли бы где бы вы могли добиться лучших результатов, что бы могли бы сделать лучше. Когда вы проводите презентацию перед партнерами вне марафона, и если вы проанализируете всю эту презентацию, вы сможете понять, как это в следующий раз это сделать лучше. Поэтому проводите презентации не только в рамках группы участников марафона, но делайте это и в реальном мире, за пределами марафона. И это поможет вам увидеть, осознать ваши ошибки и узнать те моменты, над которыми необходимо поработать, поскольку помните, что успешный лидер задает правильные вопросы в нужное время. Если вы задаете какой-то вопрос, а человек готов много слушать, говорить, значит, человек готов воспринимать информацию. Большое спасибо всем выступившим. Кто хотел бы сейчас поговорить может, какие-то партнеры уже из других комнат, поскольку я пока вижу только английскую комнату, может, кто-то есть Комната, из пожалуйста. русской, испанской, итальянской. Может, вы нам расскажете, как вы определяете лидеров в своей структуре? We have someone from the Spanish route, Spanish, because you said that English has already exhausted their chances. Ребята, давайте те, кто вот уже в других комнатах, дайте одному человеку слово, чтобы не было наслаиваний, да? Вот из испанской кто-то хотел. Давайте послушаем испаноговорящего слушателя. Ребята из испаноговорящей, кто хотел выступить? Что-то пока тишина, видимо. Из итальянской есть желающие? Давайте из итальянской, чтобы не задерживаться. Como no se ha conectado nadie del chat español, entonces vamos con el chat italiano. Добрый день, вы меня слышите? Buenos días a todos, a ver cómo se escucha. Yo creo que todos lo pueden escuchar bien, perfecto. Итак, добрый день, добрый вечер. Меня зовут Григория Фабьяно, я звоню из Калабрии, я консультант и знаю компанию примерно 2 года. Y yo soy consultante y conozco la compañía aproximadamente 2 años. Дело в том, что у нас были кое-какие проблемы с коронавирусом, и нам сейчас необходимо изучить много вещей, как пользоваться Zoom и всеми этими приложениями. Поэтому мы встречаемся с новичками и также моей группой через Zoom. Есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Как вы определили своих лидеров в структуре? Было ли это просто, сложно? И обращали ли вы на это внимание раньше, до того, как выполняли свое домашнее задание? Ну, как, в общем, вы справились со своим домашним заданием? Да, у меня получилось выполнить это домашнее задание.
Скажу честно, что найти, открыть лидера очень сложно, и рассказать ему, обучить его вот именно сейчас тем времени, в котором мы находимся. В любом случае, я вижу результаты и вижу нескольких лидеров в моей структуре. Хорошо. А вы проводите какие-то сейчас специализированные тренинги для ваших лидеров, либо полностью для всей вашей структуры? Как вы обучаете, как вы готовите своих лидеров? Обучая, после ужина мы вместе встречаемся, и я их обучаю по Zoom, рассказываю им все те знания, которые я получила от вас. А сколько у вас лидеров в вашей структуре? Можно спросить? У меня 2 лидера. В настоящий момент у меня 2 лидера в моей структуре. А сколько еще лидеров вы бы хотели вырастить, ну, скажем, к октябрю месяца этого года? Ну, мне бы хотелось бы дойти до 8. Ну, может быть, даже и больше. Но это хорошее начало на самом деле. Я желаю всего самого хорошего и надеемся, что интернет будет хорошо работать, и у вас будет хорошая интернет-связь, чтобы работать с вашими лидерами и структурой. И сейчас, мне кажется, самое лучшее время работать с вашими лидерами, чтобы показать им всю силу, мощь нашей миссии, а также мощь нашего проекта и того, что мы пытаемся достичь. Спасибо большое за то, что побеседовали со мной. Итак, у меня есть еще один человек, наверное, который бы хотел со мной пообщаться. Столько много поднятых рук. У нас подключился уже человек из испанского чата, уже говорит. Из испанской комнаты у нас кто-то есть? Да, есть. Давай, подключай тогда испанскую комнату. Окей. Здравствуйте, меня зовут Дамьян Торибио. Я из Республики Доминикана. Сейчас я нахожусь в Нью-Йорке, у нас сейчас 3 ночи. Я сейчас менеджер в компании, и я мог работать с моими мечтами, с моими целями и найти тех людей, которые хотят делать, которые уже поставили цели для себя, не так сложно. И говоря о лидерах, когда мы говорим о лидерах, никогда нельзя отключаться, скажем так, от других людей. То есть мы постоянно должны работать друг с другом, ни в коем случае не отключаться, каждую неделю работать. И в связи с ситуацией, которая сейчас происходит в мире, естественно, мы должны использовать все возможности, как интернет, как Zoom, как Skype. И таким образом мы должны искать тех людей, которые скажут нам: да, я хочу подключиться в этот бизнес, да, мне нравится. Но мы всегда должны приглашать людей. Это наша задача. И я встречался с такими ситуациями, когда не все люди заинтересованы в том, чтобы инвестировать, и не заинтересованы в том, чем я занимаюсь сейчас. И я неделю в неделю, каждый день информирую людей и даю им информацию, важную информацию, то есть о том, чем занимается наша новая экономическая эволюция мира. Пусть это минута, 2, 3, но это тот способ, чтобы мы передали эту информацию другим. То есть, может, это наш потенциальный клиент. И поэтому
всегда нужно информировать людей, потому что как только мы правильно преподнесем информацию, люди будут заинтересованы. И те люди, которым год назад я что-то говорила, они говорили, что нет, нас это не интересует, нам это не интересно, а сейчас они уже купили первый пакет. То есть не нужно останавливаться, нужно продолжать доносить информацию, но при этом не настаивать и не быть назойливым. Наверное, у нас прервался звук. Жалко, что наш студент прервался, потому что я хотела у него спросить, сколько у него уже лидеров в его структуре. Но вроде как бы Он еще потерялся. вроде бы с нами. Сейчас спрошу. Now he's back. В моей структуре я смог идентифицировать... Сколько как бы у него лидеров сейчас в структуре и сколько лидеров он бы хотел, ну, скажем, получить в будущем? На данный момент 4 лидера я смог идентифицировать, но, конечно, я хотел бы, чтобы лидеров было больше и больше. И, конечно, здесь So far, важно, очень важно, потому что сам человек должен стремиться к росту, да, то есть это тоже очень важно. И, конечно же, как и любой другой человек, я бы хотел иметь больше лидеров. И поэтому я хочу сказать, что НЭМ — это реально, нужно в это верить, нужно делиться этой информацией с другими и помнить, что много можно встретить сложностей по пути нашего развития, но на самом деле нас впереди ждет только успех, мы все достигнем того, чего хотим, и поэтому моя рекомендация — ни в коем случае не опускать руки, и спасибо, всем хорошего дня. я бы хотела еще раз повторить вопрос. Какое конкретное число лидеров вы бы хотели иметь до конца марта? Конкретное число. Лидеры. Количество лидеров до конца марафона. Что вы себе запланировали? Какую цифру вы поставили себе как цель по завершению марафона? Моя цель — максимальное количество 144, но моя база сейчас 12, и этих 12 лидеров привести к 144, то есть увеличить их еще раз, умножить в 12 раз. Я надеюсь, понятно выражаюсь? Это очень амбициозная цель. Просто могу сказать «вау». Пожалуйста, в чате наши марафонцы подставьте цифру, сколько сейчас у вас есть в вашей структуре лидеров, а также сколько бы вы хотели иметь лидеров в структурах до конца нашего марафона. В чатах, пожалуйста, напишите 2 цифры. А я перехожу на следующий слайд. Пожалуйста, во всех чатах поменяйте. И хотела бы пригласить и передать слово моему другу, поразительному, замечательному коллеге. Он просто отличный человек, никогда не сдается, всегда улыбается, всегда готов помочь. И он, в принципе, также внес свой вклад в развитие моей жизни. Итак, приветствуем Харина Аруна. Надеюсь, Харин, ты готов сейчас взять эстафетную палочку. Передаю тебе слово. Спасибо. Я знаю, что слово уже у меня. Большое вам спасибо, Анет. Поэтому, ребят, давайте в чате напишем слова благодарности и признательности
Анет, она в очередной раз провела отличную часть нашей сессии, провела интервью, а также поделилась своим опытом и наработками. Ребята, если меня хорошо видно и слышно, поставьте, дайте мне большие пальцы в чате. Значит, все, я буду видеть, что все хорошо. Так, здорово, вижу, что есть обратная связь. Меня зовут Харин Арун, я представитель лидерского совета, топ-менеджер по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, сертифицированный тренер, мастер-профи, ведущий гений финансов, также член ассоциации генерала мира за мир, профессиональный инвестор, предприниматель, спикер. У меня 2 высших образования. Одно образование в области бизнеса, а другое в программном инжиниринге. Итак, последний выступающий, который у нас был, тот, кого интервьюировали, мне понравилось, как она сказала, что у нее 144 человека она хотела бы видеть в лидерах в конце марафона. Великолепная цель. Прежде чем мы начнем непосредственно свою сессию, я хотел бы, чтобы вы кое-что сделали. Во-первых, возьмите листик бумаги и положите рядом с собой. И также хотелось бы получить доступ к презентации, чтобы я мог поделиться своей презентацией с вами. Так, сейчас я это сделаю в англоязычной комнате. Так, давайте сперва возьмите листик бумаги и положите рядом. Хорошо? Поскольку то, что я собираюсь вам сказать и попросить вас сделать, это очень зависит. Это очень важно для того, что мы потом будем делать. У нас будет еще один финансовый модуль, весьма интересный. Итак, во-первых, как наш слушатель уже сказал, сколько у него будет лидеров к концу марафона и как это повлияет на доход. Итак, ребята, на листочке бумаги напишите, какой бы доход вы хотели иметь каждый месяц, ежемесячно, в плане бизнес-дохода и пассивного дохода. Кто-то хотел бы иметь там $1000 ежемесячно. Для тех, кто занимается этим профессионально, как карьера, для кого-то это $10 000, кому-то $100 000 хотелось бы иметь в месяц. Ребята, запишите это на листике бумаги. И если не стесняетесь, можете это написать и в чате. Может, это послужит кому-то мотивацией или стимулом. Итак, второй момент. Пропишите, сколько людей вы хотели бы иметь в своей структуре к концу года. А также, сколько из этих людей вы хотели бы, чтобы они были в вашей первой линии. Пропишите, пожалуйста, эти цифры. А я вам скажу, что в конце этой конференции сделать с этими цифрами, поскольку это будет моя для вас задача. Итак, дополнение к этому. Сколько из вас все еще помнят о 8 правилах частного инвестора и 5 заповедях? Поставьте «да» в чате, если вы помните о них. Если вы хотите проявить активность, можете даже написать некоторые из них, но слушайте внимательно. Пока я вам довожу материал, можете на этом же листике бумаги и прописать эти правила. Поскольку, как только вы что-то по памяти прописываете на бумаге, оно сразу фиксируется и отпечатывается. И это поможет вам в нашей сессии. Помните, повторение мать учения. Скажите «да», если вы согласны, и двигаемся дальше. Хорошо. Так, первая тема на сегодня – это основы хеджирования. Следующий слайд, пожалуйста, в русском чате. Я вижу, ребята, вы пока пишете «да», «yes». Я вижу 200, где-то 70 в русскоязычной комнате участников и свыше 300 в английской. А сколько из вас знают или понимают, что такое хеджирование? Вот если бы вы объясняли это 5-летнему ребенку, да, там, своему ребенку или племяннику, племяннице, как бы вы им объяснили хеджирование? И смогли бы вы это сделать? Напишите в чате. Я вижу, люди пишут, что нет. Ничего страшного. А вот Бет сказала, что поставить ставки на все сектора. Интересно.
Кто-то говорит о диверсификации. Но на самом деле это довольно личный вопрос сейчас будет. Сколько у вас есть недвижимость во владении? У скольких у вас есть недвижимость во владении? У кого есть страховка жизни, страховка здоровья, страховка недвижимости? Ребята, если у вас есть одна из этих страховых полисов, пожалуйста, поставьте 5 или да, или 6, если у вас нет ни одной из этих видов страхования. Я вижу очень много 5. Хорошо, здорово. Пару 6. Я вижу, что у кого-то есть дом, но нет страховки. Хорошо. Не могли бы еще раз подтвердить, как слышно, как видно? Хорошо, спасибо. Просто у меня тут был небольшой глюк технический. Хорошо. Хеджирование на самом деле, вот самым простым способом, как я могу это объяснить, это своего рода страховка. Например, если у вас плохое состояние здоровья вдруг, или если у вас есть дом, его могут ограбить, дом может загореться, кто-то может вломиться в этот дом, взлом совершить. То есть благодаря страховке вы сохраняете ценность своего дома. То есть если что-то происходит, наступает своего рода страховой случай, если, например, у вас машина и с ней что-то происходит, вам выплачивается страховое вознаграждение. Так вот, хеджирование – это своего рода страховка на финансовом рынке для минимизации риска. Это страховка от потерь. Вы можете инвестировать в золото, в недвижимость, куда угодно. И вы, чтобы застраховаться, делаете хеджирование. А кто видел фильм «Игра на понижение»? Поставьте 5, если видели его. Да, поставьте «да», простите, если вы видели этот фильм. «Игра на понижение». Так вот, если вы видели, то это прям хрестоматийный пример хеджирования. А если не смотрели, пожалуйста, посмотрите этот фильм после марафона, поскольку это даст вам понимание финансового мира и финансового рынка. Большие организации, возможно, могут делать хеджирование таким образом, что у них есть, например, разные производственные мощности в разных странах. То есть они не будут переживать по поводу валютных колебаний в таком случае, чтобы валютные колебания не сказывались на их бизнесе. Например, если что-то произвели, а потом должны это куда-то отправить, очень часто может случиться так, что стоимость отправки может даже быть больше, чем стоимость производства вашего товара, а за счет того, что вы размещаете производственные мощности не в стране происхождения, а где-то еще, вы можете минимизировать потери. Поэтому хеджеры, они страхуются от колебаний на цены товаров, валют, акций, других финансовых инструментов. Но хеджирование, оно осуществляется в основном с помощью фьючерсов и опционов, но большинство рядовых инвесторов вообще никогда не пользуются. Так вот, вопрос вам, ребята. Как вы считаете, является ли хеджирование одним из лучших методов минимизации рисков? Поставьте 7, если вы с этим согласны. Здорово. Итак, как я это объяснил, я, естественно, могу долго об этом рассказывать, о том, как используется хеджирование например, на бирже. Вы можете делать ордер на покупку, ордер на продажу, в зависимости от того, будет расти рынок или падать рынок. И вы можете прохеджировать обе ситуации и
спасти себя от каких-то потерь. Многие люди именно это делают, например, на бирже валют, на валютной бирже. Поэтому, ребята, я хочу, чтобы вы сейчас на листике бумаги написали хеджирование и прописали то, как вы это понимаете и как бы вы это объяснили 5-летнему ребенку. Это будут ваши личные записи. И пока вы это делаете, я хотел бы, ребята, чтобы вы подумали о том, какие методы, инструменты и рынки есть, которые позволяют вам делать хеджирование. Я уже дал вам некоторые примеры. Вот и посмотрим, кто из вас их поняли. Я вижу, многие многие участники на финансовом рынке, они ищут надежности. Они ищут надежные гарантированные инвестиции или объекты инвестирования. Другими словами, это можно сказать безрисковые объекты инвестирования. И они готовы инвестировать в это. Так вот, как вы считаете, известны ли вам такие надежные инструменты? Напишите, пожалуйста, в чат. Вот тут Шейн написал в англоязычном чате, что товары, такие как полезные ископаемые, зерно, металлы, сахар, хлопок, скот, живой скот, нефть, например. Кто-то написал правительственные облигации, золото, коммерческая недвижимость. Вот. Майкл МакКохан сказал. Так вот, ребята, я хочу, чтобы вы посмотрели внимательно на экран и увидели, что надежность, она окружена 4 аспектами. Доходность, гарантия, риск и ликвидность. И я вижу, что очень много людей дают свои примеры. Это здорово. Теперь мы сконцентрируемся вот на этих 4 аспектах того, как надежность может быть достигнута на финансовом рынке, а также на инвестиционном рынке. Готовы услышать, как нам минимизировать свои риски? Поскольку многие люди мне сказали, я хочу стать профессиональным инвестором, я хочу узнать, как начать этим заниматься должным образом. Некоторые мне говорили, я обожаю инвестиции, я вижу, что люди зарабатывают большие деньги на этом, но я не знаю, как этим заниматься самому. Так вот, прежде чем вы научитесь ходить, необходимо научиться ползать. Прежде чем научитесь бегать, надо научиться ходить. Поэтому все делается поэтапно. Итак, следующий слайд. Доходность. Хрестоматийное определение понятия доходность – это предполагаемый уровень прибыли, получаемый от объектов инвестирования, таких как ценные бумаги, акции компаний, векселя и банковские депозиты. Также доходность – это показатель прибыльности предприятия или бизнес-проекта. То есть у нас есть высокодоходные, среднедоходные и низкодоходные проекты. Так вот, сколько из присутствующих действительно могут определить, какие объекты являются высокодоходными, какие среднедоходными, а какие низкодоходные? Может, вы уже знаете такие объекты, мне было бы интересно узнать. Напишите об этом, пожалуйста, в чате, и я вот и посмотрю, что наши марафонцы уже знают в этой области. Жду. Пока чат не очень активен. Так, уже пошли первые ответы. Кто-то сказал, что биткоин высокорискованная инвестиция. Если у вас есть какие-то примеры высокодоходного финансового инструмента, среднедоходного инструмента и низкодоходного инструмента, пожалуйста, дайте пример. Вот и посмотрим.
Кто-то сказал акции голубые фишки. Кто-то говорит о долгосрочных депозитах. Кто-то написал золото. Кто-то написал недвижимость. Отлично. Ребят, я надеюсь, что вы не просто читаете, но и записываете, поскольку это действительно вам пригодится в будущем. А кто-то написал золото, это и есть недвижимость. Фондовая биржа, стартапы. Действительно, стартапы – новое веяние в нашу эпоху. Здорово. Когда речь заходит о доходах, ну, вообще-то все хотят получать доходы. Даже мы в нашей организации, мы преследуем цели прибыль. Да, у нас есть инновационно-транспортные технологии, Суши Мастер, Шикард, это IT-технология и многие другие проекты, в которые мы вступаем. Естественно, когда речь заходит об инвестиционном департаменте, глава которого является Андрей Федорович Хавратов, они уже категоризировали все инструменты, в которые мы входим. И вновь задаю вам вопрос, ребята, а вы знаете, в скольких секторах мы инвестируем? Поставьте, пожалуйста, в чате цифру. Вижу, сразу отвечаете на этот вопрос. Я люблю задавать этот вопрос, вновь же повторение мать учения. Так вот, мы можем измерить уровень доходности нашей компании, и что мы можем сделать с этими доходными. Есть довольно классический пример, который я могу сразу рассказать, когда мои дедушка и бабушка, даже прадедушка и бабушка, и многие люди могут узнать своих родственников в этом. Люди в прошлом, они покупали часы Rolex, они покупали слитки серебра и золота. А сейчас, если посмотреть на стоимость таких объектов, они весьма любопытно посмотреть. Золотые слитки, которые там пару долларов стоили когда-то там давно, сейчас вдруг стоят сотни тысяч долларов. Это высокая доходность в перспективе, в долгосрочном периоде. Ребята, если вы поняли, о чем я, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. Итак, а скольким из вас нравятся потери? Вот давайте посмотрим, сколько из вас готовы мириться с потерями. Посмотрим в чате. Сколько из вас понимают, что при инвестировании есть риски и потери? Следующий слайд, пожалуйста. Что иногда есть вероятность того, что вы можете потерять либо все свои инвестиции, либо часть своих инвестиций. Например, есть вероятность недополучения или неполучения планируемой прибыли. Вы можете иногда потерять часть, а можете потерять весь свой капитал. Дам вам простой пример. Знаете, что такое Brexit? И пока я спрашиваю вас об этом, в 8 правилах частного инвестора, поэтому я попросил записать вас об этом. Сколько необходимо откладывать денег ежемесячно и что необходимо минимизировать свои риски. Это все прописано в правилах. Кто-то говорит диверсифицировать, откладывать 10%. Ребят, вы и так это знаете. Так вот, если вы понимаете, что такое доходность и ликвидность, а также риск и потери, это все выстраивается в экосистему. Они работают вместе. Если у вас есть правила, по которым вы можете действовать, когда вы выходите на рынок и используете эти правила, используете эти знания, вы автоматически становитесь лучшим инвестором. Мы уже с первого дня говорим вам о том, как минимизировать риски, понимать, что такое доходность, что такое риски, что такое гарантии, хеджирование. Если, ребята, вы согласны с тем, что вы получаете это поэтапные знания о том, как стать
финансово образованными, поставьте 7, а если нет, то поставьте 8. Помните, есть такой фильм «Ребенок карате», да, там мистер Мияги, помните, он учил этого ребенка карате, и он это делал поэтапно. Классика кинематографа. Я вижу много 7. Здорово. Итак, переходим постепенно к ликвидности. Следующий слайд. Поговорим более подробно об этом. Сколько из вас знает, что же такое ликвидность и ликвидный рынок? И дайте мне, пожалуйста, примеры. Вот Дженни сказала, это наличные. А кто знает, что такое рынок ликвидности? Как быстро активы могут стать денежной наличностью? А сколько из вас даже не понимают, что такое ликвидность? Кто-то говорит, ликвидность – это просто жидкое состояние какого-то материала. Но на английском, по крайней мере, это так и означает. Так, кто-то пишет наличные, золото. Кто-то говорит, понятия не имею. Так вот, давайте в простых словах. Представьте, просто давайте представим, предположим, что кто-то хочет продать холодильник или кулер за $1000. То есть изначальная стоимость была $1000 этого холодильника. Прописывайте. Кто-то хочет продать какой-то продукт, да, кулер, холодильник за $1000. И представьте, что денежная наличность – это самый ликвидный актив. Например, если я возьму $1000 США или австралийских долларов, в зависимости от того, в какой я стране, и если я пойду и обменяю эти деньги, я автоматически, то есть я что-то пойду за них покупать, мне автоматически продадут за эти деньги все, что я хочу. Но представьте, что у человека нет денежной наличности, но у них есть, к примеру, коллекция марок, которая стоит $1000. Пока вы следите за моим ходом мыслей, поставьте, пожалуйста, 8, если понимаете пока, о чем я, и 9, если нет. Так вот, представьте, что денег наличных у вас нет, но у вас есть коллекция марок, которая стоит $1000. И если вы пойдете с этой коллекцией и попытаетесь за них купить холодильник, если человек готов обменять холодильник на коллекцию марок, тогда сделка состоялась. Но скольких из вас есть сейчас, сколько из вас готовы купить марки? Насколько ликвиден рынок марок коллекционных? То есть сколько из вас прям готовы пойти и скупить марки? Вот представьте, что у вас есть коллекция марок и денежная наличность. Что вы возьмете в первую очередь? Наличные или марки? Ну вот в английском чате пишут все кэш, да, наличные средства. Ну, естественно. Так вот, для того, чтобы они снова получили денежную наличность, человек должен либо продать коллекцию со скидкой и быть в проигрыше, либо долгое время ждать в поиске покупателя, который купит эту коллекцию за $1000 или даже чуть лучше. Но это не ликвидный рынок, поскольку рынок наличности, он быстрый, тут же происходит это все. А когда речь заходит о марках, вам необходимо долгое время, чтобы их реализовать и получить за них наличность. Наличность денежная – это великолепнейший пример ликвидного рынка или ликвидных активов. Редкие марки или коллекционные марки, я бы назвал их неликвидным активом или вообще неликвидным активом. Вот хрестоматийный пример. Ликвидность – это экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданным по цене, близкой к рыночной. Поэтому есть неликвидные активы, низколиквидные, среднеликвидные, высоколиквидные. Вот биткоин, например, если вы посмотрите на рынок, очень много торговли идет. И вы можете сразу проверить ликвидность этого рынка, в отличие от марок. Вы можете сразу посмотреть, сколько сделок происходит в день.
Некоторые люди говорят о недвижимости, что это ликвидный рынок. Кто-то говорит о золоте. Золото считается одним из высоколиквидных активов. Серебро также высоколиквидный рынок. Многие люди, как вы знаете, продают золото, продают ювелирные изделия, поэтому так много ювелирных лавок. Ребят, я надеюсь, вы понимаете сейчас определение ликвидности, как я его объяснил. И если у вас есть какие-то вопросы, ребята, задавайте в чате, потому что я хочу убедиться в том, что вы все поняли правильно. Следующий слайд. Основы создания инвестиционного портфеля с ежегодным капитальным ростом 100% и больше. Следующий слайд. Я хочу, чтобы вы сейчас прописали это вновь же на бумаге, потому что этот листок бумаги станет для вас самым важным кусочком бумаги в вашей жизни. Поэтому большое спасибо, модераторы, за то, что меняете слайды одновременно с нами. Так вот, необходимо помнить о таких аспектах, как ликвидность и доходность, риски и убытки при инвестировании, перспективность и защищенность. Мы уже говорили об основах диверсификации. На прошлой неделе мы говорили о диверсификации рынков и активов. Хеджирование сегодня упомянули. Основы балансировки портфеля и основы составления инвестиционного портфеля. Если у вас есть вот эти знания в этих областях, если вы понимаете, то вы уже более-менее готовы к тому, чтобы стать хорошим инвестором. Если у вас есть понятие ликвидности и доходности. У кого уже есть определенная уверенность в том, что после того, как вы присоединились к марафону, у вас уже появился проблеск надежды, что вы сможете чего-то добиться на финансовом рынке. Поставьте 5 как да и 6 как нет. Следующий слайд, пожалуйста. Сейчас мы вам покажем доходность и какие есть инвестиционные рынки в 5-летнем периоде. Банковский депозит, да, за 5 лет вот может вам дать такую доходность. Это довольно низкорисковые инвестиции. Страховой фонд или инвестирование жизни. У нас есть фондовые рынки, валютные рынки. Да, вот такая доходность от 300 до 2000%. Кто-то даже, говорят, 10 тысяч получает за 5 лет. Да, бывают такие результаты. Как и во всем, чем мы занимаемся, есть определенная кривая обучения. Кто-то может вложить $1000 сейчас в валютные рынки и буквально за короткое время получить 1000 или там, 100 тысяч долларов. Бывает и такое. И если у вас это получится, буду за вас рад. Но очень редко это бывает, прям почти никогда, потому что есть всегда определенная кривая обучения. И чтобы научиться этому, надо время. У меня есть знакомые, которые занимаются на валютных рынках. Так вот вам вопрос. Хотели бы вы иметь источник дохода, который вам постоянно что-то приносит? Или вы хотели бы иметь единовременную какую-то большую доходность и все? То есть вот вам вопрос. Хотите ли вы что-то постоянный источник доходов или что-то единовременное и больше не повторяется? Естественно, все пишут постоянность. Все хотят определенные гарантии, определенную степень безопасности, чтобы мы получали доход каждый день, каждый месяц. Да, ребят, вы все солидарны в своих ответах. Как видите, на рынках криптовалюты есть очень большой рост. Вот интересно, кто из вас следил за последние недели, что происходит сейчас на рынках криптовалюты? Рынок недвижимости от 100 до 300% может быть доходность за 5 лет. Вновь же посмотрите фильм «Игра на понижение». Можете посмотреть, как менеджеры инвестиционных фондов планируют наперед.
И на инвестиционных компаниях может быть доходность от 300 до 700%. Высокорисковые инвестиционные компании, хайп-фонды, криптовалюта. Очень тоже высокая доходность, но при этом помните, что там и высокие очень риски. Много уровней крауд-инвестинг. Это наша компания. В нашем глобальном портфеле у нас есть тоже и маркетинговый план. Вы можете создавать свой собственный бизнес в сетевом маркетинге. И тут очень большая доходность. А за 5 лет можно от 500 до 5000% получить доходность на инвестицию. У нас есть люди, которые получают 6-значный, 7-значный доход. Также долевое участие – это долевое участие в готовый расширяющийся бизнес, стартапы, венчурное инвестирование. Люди, которые инвестировали в Facebook, которые инвестировали в Amazon, которые инвестировали в Netflix, которые инвестировали в Alibaba. Я знаю, вот есть одна барышня-уборщица, которая инвестировала в Alibaba. И сейчас она миллионер, даже миллиардер. Вот такие вещи случаются. Одно правильное решение, и все, вы богат. Инновационные транспортные технологии, которые мы сейчас инвестируем, мы на передовой прямо. И когда это выстрелит, это будет самая доходная инвестиция во всей истории. Инвестиционные портфели. У нас есть консервативные, средние, умеренные и агрессивные. Следующий слайд, пожалуйста. Консервативные у нас есть сегмент гарантированный, низкорисковый, среднерисковый, высокорисковый. Вы можете посмотреть, какое распределение в процентном соотношении имеют разные инвестиционные портфели. Иногда вы можете инвестировать только в низкорисковые объекты, то есть вы смотрите наперед, готовы подождать, чтобы потом получить стабильный низкорисковый доход. Например, у какого-то человека может быть основная часть в низкорисковых гарантированных объектах и какая-то часть в высокорисковых. То есть они готовы рисковать, но не очень сильно рисковать. Например, вот в умеренном инвестиционном портфеле вы видите, что гарантированный риск, гарантированные инвестиции находятся на уровне 30%, и потом низкорисковые 20%, среднерисковые 20%, высокорисковые 30%. А есть люди с агрессивным инвестиционным портфелем, они не хотят, как они говорят, быть трусами, да, они готовы большие деньги инвестировать в высокорисковые портфели, и в надежде, что это выстрелит, и они моментально станут богачами. Поэтому давайте поставьте вы оцените себя, какой вы, агрессивный, умеренный или консервативный. Если вы агрессивный, поставьте 5, если умеренный 3, а если вы консервативный инвестор, поставьте 1. Я такие вещи обычно прописываю, чтобы сразу запомнить. И вы потом можете постепенно смотреть, как формируется ваш инвестиционный портфель, из каких объектов инвестирования. Итак, давайте следующий слайд. Я уже вам просил записать примеры гарантированных, ликвидных, высокодоходных объектов инвестирования, а также высоко-низкорискованных объектов. Я могу повториться, у нас есть рынки товаров, нефти, недвижимости, есть простые банковские депозиты, есть люди, которые скупают ювелирные изделия, золото и серебро. Некоторые люди инвестируют в инновационные технологии. Кто-то инвестирует в государственные облигации. Весьма хороший инструмент. Некоторые инвестируют в банковский сектор. Ребята, если вы знаете какие-то инструменты, можете их написать, прописать для себя. И если вы шли с нами, если следили за нашим материалом, то вы, скорее всего, уже выполнили домашнее задание номер 25. Так, ребят, вот сейчас скажите честно, как вы считаете, следующий слайд, пожалуйста,
выполнили вы уже наше домашнее задание номер 25, а именно прописать 5 инструментов на предмет гарантированности, ликвидности, доходности и рисков. И если вы внимательно слушали и делали то, что я говорил, вы бы уже почти выполнили это домашнее задание, как вот некоторые уже в чате пишут, что почти выполнили. Я хотел, чтобы у нас была полная интерактивность в этой сессии, и если вы проявили такое участие и активность, то у вас домашнее задание уже почти готово, можете выпить чашечку чая. Ребят, если вы чего-то не поняли, напишите. Помните, в начале конференции я попросил вас записать, какой бы вы хотели иметь доход. А также я попросил сказать, каких людей вы хотели бы иметь в своей структуре, а также сколько людей вы хотели бы иметь в своей первой линии. И многие вот говорят, что я не понимаю даже, что такое инструмент. Есть инструменты музыкальные, да, барабаны, там, кларнет, а есть инструменты, как сегменты инвестирования, объекты инвестирования. У нас есть недвижимость, у нас есть различные типы и методы инвестирования, то есть то, во что мы вкладываем деньги. Многие люди, которые записали уровень доходов, который они хотели бы иметь, некоторые написали всего $1000, кто-то написал даже $10 000 в месяц. Кто-то написал даже 100 000 в месяц. Кто-то работает на свой доход. Вот Аннет Мартинсон сказала, что есть магазины, недвижимость, квартиры, дома. Есть в рамках сектора недвижимости есть куча различных подвидов. Например, на рынке товаров это может быть серебро, золото. Сейчас я пропишу название компании. Сейчас, подождите. И вы можете прогуглить. Grant Cardone называется. Сейчас я вам напишу, как это в русском чате тоже. Вот так. С буквой D, наверное, надо. А может и нет, сейчас. Вот, через Т пишется, извините. Вот так правильно пишется. Итак, Grant Cardone. Прежде чем я скажу, кто он такой, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если вы прописали себе желаемую сумму дохода в месяц, а также сколько людей вы хотели бы иметь в своей структуре к концу года. А также сколько вы людей хотели бы иметь в своей первой линии. Если вы это сделали, поставьте единичку или плюсик. Так вот, Grant Cardone, я еще раз напишу его имя. То есть пишется Grant Cardone по-английски. Его самая книга у него есть известная, называется 10X или правило 10X. X означает в 10 раз.
И почему я вам говорю об этом человеке? Он верит в один принцип. Если вы прописываете какую-то сумму, вы работаете только на эту сумму. То есть вы миритесь с этой суммой. Если, например, я хочу работать на $1000, то вы будете работать ровно на $1000. И вы будете вкладывать усилия ровно на $1000. То есть они там 700, 800, 1000 и все. А грант говорит, работать надо, ставить перед собой сумму надо в 10 раз больше. Тогда вы и усилий будете вкладывать в 10 раз больше и не будете мириться с каким-то более низкой суммой. Другими словами, вы получите в 10 раз больше результативности. Поэтому я вам и говорю, вы прописали себе сумму, а теперь увеличьте ее в 10 раз, и это будет ваша новая задача, ваша новая цель. Потому что если бы сейчас грант сидел перед вами, именно это бы он вам и сказал. Теперь ваша новая цель будет вот эта в 10 раз увеличенная сумма. Это будет означать, что вы будете стараться в 10 раз больше, вы будете в 10 раз вкладывать больше усилий, вы будете в 10 раз больше посвящать этому своего времени и в 10 раз будете более привержены достижению этой цели. И на этом, ребята, мы подходим к концу своей сессии. Большое вам спасибо за внимание. С нетерпением будем ждать вас и на вечерней сессии. Спасибо, Анет, спасибо, переводчики, спасибо, администраторы. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня. Берегите себя. Можно задать вопрос? Да. Он Можно уже отвечать? отключился. Он уже отключился. Мы его видим. Подождите. Таня, какой вопрос? Да, он здесь. У нас еще есть время на вопрос. Давайте. Пожалуйста, не могли бы вы объяснить, как все-таки нужно выполнить домашнее задание, потому что слишком общо написано. Не могли бы вы привести пример одного инструмента? Мы его просто должны просто записать название, либо как-то его описать, потому что если я беру депозит банковский, я его просто отношу к одному из этих понятий, либо должна его расписать его о том, что он высокорисковый, либо низкорисковый и так далее. То есть немножко поточнее. Не могли бы вы рассказать о домашнем задании, как его выполнять? Ну хорошо, да, спасибо. Смотрите, как бы я выполнил это домашнее задание и выполнил. И если вот Анет с нами, она как раз-то хороший тренер именно по этой тематике, по тематике финансов. Вот в простых словах, вот возьмем сегмент недвижимости. Если вы все еще с нами, если слушаете нас, слушайте. Возьмем сегмент недвижимости. Вот в сегменте недвижимости есть масса разных инструментов, которые приносят вам деньги. Если с недвижимостью трудно работать, давайте возьмем рынок товаров. В рынке товаров есть золото, серебро, нефть, уголь, платина и так далее и тому подобное. Анет, можешь подсоединиться в любой момент. Вот в недвижимости. Многие инвестируют в коммерческую недвижимость. В коммерческой недвижимости есть свои риски. У них уровень риска, своя ликвидность. Вот если возьмем дом, например, а это может быть и какая-нибудь роскошная квартира, да, элитная квартира. Это еще один пример. Возможно, вы покупаете недвижимость в развивающемся районе, да, то есть в застраиваемом районе, который только-только налаживается инфраструктура. Это еще один пример, который тоже будет иметь свою гарантированность, ликвидность, прибыльность и риски. Вот сейчас Анет говорит, что как выполнить домашнее задание. Во-первых, вы идете и смотрите все те 20 инвестиционных сегментов, которые у нас есть. Затем вы должны решить, какие из
этих сегментов нравится вам больше всего? Ваши любимые сегменты, в которые бы вы сами хотели бы изучить более подробно. Затем выбрали, например, вы банковский сектор или выбрали валютные рынки, недвижимость, ценные металлы, драгоценные металлы. Может, это сектор долголетия и здравоохранения. Вы должны изучить именно взять те сектора, которые резонируют с вами. Поскольку один из правил инвестирования – это понимать, как работают инвестиции. Нельзя инвестировать в инструменты, которые вы не понимаете. Инструменты, которые не находят отклик, да, в вашей душе, в вашем сердце. Поэтому сначала решите те сегменты, которые вам нравятся. Затем вы должны посмотреть, а какие есть инструменты в рамках конкретного сегмента. А затем, когда вы выбрали инструменты и поняли, что вот, я в это хочу инвестировать. Например, я уверен, что многие хотят инвестировать в недвижимость. И многие считают, что инвестировать в недвижимость могут те, у кого там тысячи, сотни тысяч долларов или фунтов стерлингов. Не так, это не так. Если вы хорошо изучите рынок, вы поймете, что можно инвестировать в недвижимость с помощью проектов краудфандинга. И вы поймете, что даже своими деньгами, если они небольшие, вы можете инвестировать в этот проект. Вы можете определить, насколько он ликвидный, насколько быстро вы получите доход по этому проекту. Если это большой проект, возможно, это среднеликвидный проект, поскольку необходимо дождаться, пока застройка будет завершена. Вы можете определить, насколько доходный этот проект, какая доходность на ваши инвестиции будет, что они предлагают. Предлагают ли они, например, облигации или предлагают какой-то процент на ваши инвестиции. Затем вы должны оценить риск конкретного проекта. Для этого вы должны определить, в каком районе они застраиваются, кто финансирует проект, как они собираются реализовать проект, в какие сроки и насколько он гарантирован. Как только проект завершен, насколько есть гарантия того, что вам вернут инвестиции, поскольку помните, что нет абсолютно гарантированных инвестиций, вы можете определить степень гарантированности. Когда вы это сделаете, вы это все пропишете, у вас будет, например, 5 инструментов, а затем вы должны проставить оценку каждых из этих инструментов по критериям гарантированности, ликвидности, доходности и рисков. Естественно, нельзя слепо инвестировать во все инструменты, которые вам попадаются под руку. У вас должен быть инвестиционный план. Вы должны понимать, какой процент вы хотите ежемесячный в своем портфеле. Затем, проведя свое исследование, вы поймете, что бы вы хотели добавить в свой портфель. Вот так бы я объяснила домашнее задание. Да, спасибо, Анет. Шикарное объяснение. Как уже Анет говорила, Антонина Киановская на прошлой неделе рассказывала вам, что вы должны составить финансовый план. Можно, пожалуйста, без теории, а именно конкретно по какой-то пример. То есть не недвижимость рынка, а конкретные примеры, потому что итальянцы, к сожалению, не понимают. Давайте возьмем какой-то конкретный пример и сделаем по этому примеру, распишем, поставим оценки: гарантия, ликвидность, риск и прочее. Потому что люди пишут в чате, что слишком тяжело и все запутанно, и для них это непонятно. Хорошо, сделаем. Анет, какой инструмент возьмем для примера? Давайте попытаемся оценить проект CryptoUnit. Хорошо. Ребят, давайте проанализируем проект CRU, да, проект CryptoUnit. Давайте представим, что вот этот инструмент, который вы решили инвестировать или решили изучить на предмет инвестирования. Хорошо, вас устраивает это?
Хорошо, вижу да, вижу плюсы. Отлично. Вот давайте. В плане гарантированности, да? Критерии гарантированности. Анет, можешь подключиться в любой момент. Может, давай вернемся к слайду с гарантиями, чтобы люди понимали, какие есть уровни гарантированности. Сейчас попытаюсь найти его. Нет, нет, другой. Сейчас найдем его. Вот первая категория, помнишь, мы... Вот давайте начнем с доходности, да, есть слайд, найдите, пожалуйста, в русском языке, таблица с доходностью, то есть инвестиционные рынки через 5 лет, там проценты, дальше крутим дальше. Модератор, вот, стоп. Угу. Итак, ну что, Нет, подключишься к нам? Вот сейчас давайте оценим, насколько доходен проект CryptoUnit. Во-первых, в какую категорию вы бы отнесли наш портфель Crew на данный момент? Поскольку многоуровневый краудинвестинг может быть совсем в другой категории. Поскольку портфель CryptoUnit – это комбинация, сочетание различных рынков инвестиционных. Поэтому куда бы вы отнесли программу, проект CryptoUnit? Некоторые пишут смешанные. А что у нас итальянцы пишут? Куда относят? Кто-то пишет средний, средний-низко, низкий. Итальянцы пишут, что во все. Ко всем рынкам отнесли бы. Я бы сказал, Харин говорит, наш портфель CryptoUnit в более такой обширной бизнес-модели – это сочетание разных инструментов. Поставьте единичку, если вы согласны, что это сочетание. Так, в нашем портфеле Crew у нас есть рынок криптовалют, правильно ведь? Есть. Так, у нас есть элемент краудинвестинга. У нас есть долевое участие. Верно ведь? Согласны? Анет, согласна? Хорошо. Поскольку это сочетание, поэтому давайте реалистично попытаемся понять, какой уровень гарантированности у этого проекта. Поэтому, когда мы говорим о гарантии, сейчас попытаемся найти уровень гарантированности. Давайте сначала, ладно, пока мы... Анет, какую будем использовать шкалу по гарантии? От 1 до 100? Давайте используем шкалу от 1 до 100, да? Как вы считаете, какой уровень гарантированности нашей программы CryptoUnit? Можете в процентах, от 1 до 100%. Кто-то говорит 80%, кто-то 85%. Хорошо. Теперь давайте поговорим о ликвидности. Вот насколько ликвиден рынок. Но это зависит от того, насколько у нас есть спрос, например, на криптоюниты.
Это зависит от спроса на криптоюнит. То есть низкая ликвидность, средняя, высокая ликвидность. А когда речь заходит о доходности, вы можете в процентах выставить, вот как здесь на таблице, какая может быть доходность реалистична у этого проекта. Теперь понимаете? А теперь давайте оценим по критерию риска. Как вы считаете, насколько этот проект рискованный? Более того, вы можете не просто проставить степень риска, вы можете составить перечень за и против, то есть положительных и отрицательных моментов. Я сейчас смотрю обратную связь у нас в чатах. Я надеюсь, сейчас стало более понятно, итальянские коллеги. По правде говоря, нет. Кто-то пишет нет. Вот один человек писал да. У Говорят, кого-то что еще... еще далековато им до понимания. Четко не было ответа на их вопрос. Давайте я в группе марафона дам пример. И еще подготовимся к вечерней сессии. То есть, но те, кто не смогут присутствовать на вечерней сессии, то, пожалуйста, смотрите группу марафона 260. Там будет приведен конкретный пример с оценкой по обозначенным критериям. Хорошо? Я вижу, что в английском чате все говорят «да». Давайте посмотрим. В русском. Хорошо. Я надеюсь, что итальянцы тоже будут рады увидеть пример. То есть мы приведем вам пример, поговорим. Приведем пример, и вы уже можете его более подробно изучить. Хорошо? И, пожалуйста, учитывайте при этом 5 заповедей и 8 правил. Также используйте все те знания, которые вы получили на предыдущих сессиях. Если вы что-то не поняли, возвращайтесь к нам на вечернюю сессию, и мы пытаемся объяснить это более понятным образом. Ребята, мы учимся, и вы учитесь, и мы учитесь, учимся у вас. Да? Обязательно приведем вам пример. Хорошо? Хорошо, спасибо, ребят. Может, есть что-то добавить, Анет? Нет? До вечера. Постараемся объяснить более доходчиво. Хорошо. Все, шикарно. До свидания.